Всем привет! Сегодня у меня блюдо грузинской кухни. Вот вкус Грузии вам обеспечен с этим блюдом. Я вообще люблю любые баклажаны по-грузински. И в этот раз готовлю рулет из баклажанов со вкусом Грузии. Для начинки абсолютно простые продукты. Здесь фасоль, яйца, сыр. Баклажаны, конечно, понадобятся, кинза и приправы грузинские. Я беру сегодня два баклажана, они у меня вот такие вот тоненькие, но длинненькие. Чуть-чуть их подчищаю, нарезаю их все колечками. Колечки не сильно тонкие, но и не сильно тонкие. Вот такие вот, ну, миллиметров 5-6. Все их вот выкладываю на доску сразу. Чуть-чуть соли. И вот так потрогаю почти каждое колечко, чтобы соль плюс-минус распределилась на каждое колечко. Переворачиваю, вот так вот их массово причем. Опять чуть-чуть соли, опять потрогать, погладить. И выкладываю их на противень. На пекарскую бумагу чуть-чуть масла. И выкладываю вот колечки друг на друга. Вот каждый ряд колечек прям друг на друга плотненько-плотненько выкладываю. Посыпаю сыром полутвердый, желтый, натертый у меня здесь сыр. Можно добавить сюда немножко и феты, можно добавить пармезана. В принципе, любой сыр, который у вас есть, граммов 100 натертого сыра вот так распределяю. И ставлю в духовку 180-200 градусов минут на 25-30. Смотрите, чтобы хорошо подрумянилось. Для начинки я беру банку красной фасоли без всяких соусов, промываю ее под водой и в чашку вот добавляю к фасоли консервированной 3-4 зубчика чеснока. Сюда же сразу же 2 столовые ложки творожка или греческого йогурта, хорошую столовую ложку с горкой сванской соли, половину пучка кинзы, порезав мелко, тоже сюда идет, а половину оставлю на украшение и на посыпку самого рулета. И блендером погружным все перемалываю до приличной однородности. Сюда же нарезаю пару вареных яиц, ложку с горкой тертого грецкого ореха и опять погружным блендером смешиваю все до однородной пасты. Попробовала на вкус и вот еще добавлю, не хватает мне вот этого грецкого вкуса грецкого ореха. Поэтому добавлю еще ложку. Соль, перец, конечно же, по вкусу. Перемешиваю. Помидорки нарезаю полукольцами, тоненькими полукольцами. И это все я делаю, пока вот у меня баклажаны находятся в духовке. И вот баклажанчики вот такие вот румяные они должны быть. Готовы. Выкладываю бумагу с баклажанами на стол. Накрываю другой бумагой. И очень быстро вот так вот раз и переворачиваю. Бумага прекрасно снимается, ничего не прилипает, если вы побрызгали растительным маслом. И теперь везде вот раскладываю вкуснючую грузинскую пасту из фасоли равномерно по всему рулету. Прям не надо сильно горкой, но хорошо раскладываю, заполняю. Теперь вот так вот в ряд через расстояние, ну у меня 4 ряда вот получилось спелого помидора раскладываю, посыпаю кинзой, чуть-чуть оставлю для украшения. И теперь аккуратненько с помощью вот этой же бумаги, почему на бумаге все осталось, складываю в рулет, стараясь вот плюс-минус плотненько вот так вот прижимать. Собираю аккуратно тоже вот, не очень хорошо видно на камеру, мне ее никак не поставить с другой стороны. Убираю, просто складывая вот так вот бумагу, потихонечку сворачиваю рулет, более или менее, чтобы плотненько он был, до самого вот конца всего пласта. Это не быстро делается, но и не сильно сложно, я вам хочу сказать. Перекладываю потом вот на доску, чтобы на доске аккуратненько порезать. Можно предварительно поставить весь рулет в холодильник. Тогда будет паста более стабилизированной такой. Но я прям сразу это делаю. Нарезаю на аккуратненькие кусочки. И вот смотрите, видите, как у меня нож идет туда-сюда, туда-сюда. И потихоньку я нажимаю его вниз. Почему? Потому что прям вниз нажимать
так не делайте, сомнете вот весь рулет. Туда-сюда как бы. Нарезаю аккуратненькие вот такие кусочки, посыпаю кинзой и, конечно, я поставлю его в холодильник. Я не ставила предварительно. Рулет этот больше вкусный, когда он немножко постоит в холодильнике. Сверху еще посыплю тертым грецким орехом. И вот такое вот яркое, праздничное, ароматное, абсолютно грузинское блюдо готово. И грецкий орех, и сванская соль, хмели сунели, конечно. Сочетание с фасолью, с баклажаном. Чистая Грузия, Грузия у вас дома на столе. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Это очень помогает в продвижении канала. Пусть вам будет всегда светло, ярко и вкусно, как в Грузии.